Ну а у нас Асата, соболиная шкура, газ Соболь. 100 лет не смотрели видос Асаты. Сразу лайк нашему хорошему другу. Ссылочка будет на него внизу в описании на этот ролик. Обязательно тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ребят, проверьте, YouTube очень многих отписал, отключил и еще что-то. Вот, когда подписывайтесь, чтобы все кнопка стояла, да, чтобы приходили уведомления. Ну и спасибо, кто подписывается на телеграм-канал Hard Insight. Например, как кружка, да, вот у меня вот обклеена. Вот так вот, да. Вот очень красивый оранжевый яркий цвет. Разбавьте вот эту серость города, да, вот красиво. Возьмите каких-нибудь спонсоров, ну не знаю даже каких, понимаете? Сделайте ссылку в первом закрепленном комментарии. Расскажите то, что... Напишите, я не знаю, в этой газели, то, что сейчас проходит евро. То, что, понимаешь, там фрибет можно забрать, зайдя в эту газель. И сделайте для людей нормальный автомобиль. Не знаю, какой-нибудь оранжевого спонсора, ну не знаю какого. Я еще пока не придумал, я еще пока... Пока еще думаю, но идея прекрасна. Поэтому, ребят, да, я не знаю, к нам тоже можно зайти в комментарии, там постоянно какая-то девочка оставляет какую-то ссылку на непонятную вообще абсолютно ссылку, да, но рекомендую зайти зарегаться, да. Поехали! Опа! Я что-то... Скали веселая. Ты тягаться будешь? Вот так на ней на разговор серьезный подъехать. Че вы здесь что собрались? Рассосались давай быстро. Кто все садится со мной? Вот так. Это я завтра так на свадьбу приеду. А не вариант. А, подожди. Вот, чтоб тебе удобнее было. Отодвинул назад еще, приколись. А это что Не делать? закрывай ее. Ебать, как же. Иди на... Подожди, это реально машина? Это не прототип? Это что за чертолет? Да. Кондиционера нет. Ух, ёпперу. Я первый раз, прикинь, такую машину вижу. По дивану, пацаны, подойди. Все, поедь уже, а. Здорово, пацаны. Здорово, ребятушки. Чуть-чуть у нас не было видосов. Почему? Потому что мы плотно снимали, и сейчас будет очень интересно. Во-первых, нужна ваша поддержка, в принципе, по просмотру Каблучок, к этому обзору, потому что это обзор про боль. Все, уберите, получится боль. Это первое. Второе, мы побывали на дрифте и оживили канал Вторяк Channel. Создали свою дрифтовую команду, гоночную АРТ. Сейчас там очень интересные серии будут. Там дрифт, там поломки машины, там про Монзу у меня лег мотор. Я вам так скажу. Вот в некой социальной сети hard.inst, да? Здесь сейчас вот увидите на экране где-нибудь. Значит, там тоже я выложил небольшой такой спойлер. Ну, так скажем, фотокарточку, да, выложил. С моих недавних поездок, да. Ну, и такой, как бы, отсылочка. Так что можете посмотреть, вам очень понравится. Короче, очень много всего. Понравится. Ссылочки я, как всегда, оставляю на Вторяк Channel в описании. Переходите, смотрите, поддерживайте. Переключай, вот это. Очень интересно. Дрифт — это тоже крутая тема. Отвалилось. Очень крутые ребята, дрифтеры. Очень уважаю. А также у нас для вас есть один маленький такой сюрпризик. Мы уже не первые, должны были быть первыми, но, к сожалению, так получилось, что не первыми. Но мы первые из блогеров стали счастливыми обладателями Камри в 9-м поколении 80-ки. А также мы первые из блогеров, которые по-настоящему... Чё? Новая, что ли, вышла? Или это какая-то старая? Это новая Камри? Как я это проспал? Как это вообще вышло? Как получилось? Там поколений 80-ки. А также мы первые из блогеров, которые по-настоящему проехали на этой Камри 2000 километров. Испытали невероятные ощущения при перегоне этого автомобиля. Я вам говорю, в следующих сериях вас ждет просто натуральное жогово, потому что японцы уже не делают вещи. Также для тех, кто постоянно пишет: борода, что с Грантой, борода, что с Грантой, для этих вот 16-клапанных ребят, Гранта собралась. Еще чуточку терпения, и мы покажем вам одну очень интересную
интересную серию. Давайте, ребят, к просмотру. Всем приятного просмотра. Всем здравствуйте, погнали. Блин, на самом деле вот за Соболь я всегда говорил, почему вот как-то вот он его не затрагивает. Я вот думаю, что эта тачка стоит сейчас... Слушайте, ну если столько стоит Лада Каналия, ну сколько, чат? Ну, наверное, где-то 3 они за нее точно влупили. Что в ней поменялось? В нем, да, наверное? Я не знаю. Может быть, что-то там сделали, но внешне он вообще, мне кажется, не меняется. Нет, то, что он не меньше 2 стоит, это железно. Это к бабке не ходи. Потому что, ну, ты видел, продают эти, на веслах эти Лады-то. Поскольку они там 2,2, 2,4, 2,5 она стоит. Я что, угадал? Чё, ты работаешь вообще хоть? Или ты при смерти, сука, а? А чё, ты делся, да? Сиденье поставили, что даже ни в салон не видно. Ты кретин, что ли, а? Овцеблуд, это что? Ты просто хочешь назад посмотреть, кто у тебя в салоне, а там, короче, понял, сиденье, спинка. Ты что? Подожди, в смысле? Вот эта спинка выпирает? Подожди, а как водителю там? Хотя, подожди, ну она 4/4 может... Да не, ну все равно, ну а как ему смотреть-то, погоди? Здесь такая же просто приколись. Двухкрылый раз. Короче, понял. Едешь распальцованный на газели по помидоры да по ягоды. Меня прям злит сейчас, знаешь почему? Потому что смотришь, что они вот новое выпустили, они вот что-то сделали. Ты думаешь, сука, ну хоть они. Давай, блядь. Привыкни к аппарату. Едешь на автомобиле. Я чувствую, обзор будет очень веселый. Думаешь, я его, может, я пешком. Ну, ай, ой, ай. Для какого бедного? Почему вы думаете, что сельчанин заслуживает вот такого? Подожди. Я здесь увидел кое-что. Вот это что, аварийка, кнопка? Тихо, сейчас не испугни. Вот это что, аварийка? Для какого бедного? Почему вы думаете, что сельчанин заслуживает вот такого? Вы чё? Тормозишь, и с ним надо бороться. Ты здесь должен быть каскадером. Просто хочу спросить вот у этого человека, который придумывал вот эту распрекрасную, сука, приборку. Ну ты в натуре, что ли, имбецил, а? Ты чё, мертворожденный изначально? Или тебя как оживили? Посмотри, она практически до красной зоны нагрелась. Там 2 деления только осталось. Я понял, что вот это, короче, 4000 километров машина пробега. температура, вот это топливо. А как? Сколько у меня осталось? Как? Коричневый цвет? Она уже нагрелась. 4000 километров пробега у автомобиля, бра. Я проехал на ней, наверное, 37. Это что за звуки? Включите музыку, я его, в смысле, можно научиться тверкать. Что самое интересное, УАЗик шустрее был. Вы слышите эти звуки? Вы что, умерли? Ух, твою мать, это что? В смысле, она вот так едет? Вот, меня это рэпера газель, что ли, или что стало? Я в ахуе. Сейчас будут говорить, что я пи***ю, понимаешь? Но это же так, около нулевая зона, они не слышали об этом. Я клянусь, еду сейчас как на газоне. О, вот так широко. О, пожалуйста, дайте им, скиньте на официальную почту номер. Куда-нибудь им, пожалуйста, напишите. У меня просто нету. Но если есть среди моих подписчиков люди, которые, ну, у которых есть подвязки среди гадалок, там, домовых, я не знаю. О, это к нам. Это к нам. Надо, кстати, вернуться, да, там ТикТак, говорят, это возобновил свою работу там полноценно, да, тут там эти друзья сидят. Надо посмотреть, надо. Полную диагностику. Диагностику мне сделай. Да, ну вот что-нибудь такое, потому что, наверное, что-то человеческое им уже не поможет, а. Надо прибегать обязательно уже к силе магии. Может, просто они хорошие люди, просто их может
прокляли до 7-го колена. Может и так, как из поколения Гадалки в поколение. продали? Это может быть потомственным пи***цом. А? Ну это ж как-то надо объяснить. A few moments later. Кондиционирования нету. Нет, постой. Не климат-контроля. Нет, ни за что, нет. Не поверишь, что там кондея нет. Не может быть. Не-не-не, но это бред. Хорош. Здесь что, кондиционирования В новых тачках не поверишь, что сейчас где-то нет кондея. Обычного хотя бы. нет? Как залезть сюда? Здесь сюда постоянно, ты по-любому к пассажиру. Не, наверное, поверю то, что нет кондея. Очком лезешь. Надо приготовиться. Как к Олимпиаде. Вот готовятся они. Первая, вторая, раком встал. Вот, ну, надо обязательно. Опачки, понял? Очком пошел. Вот эта тема. Вот это. Она меня выебала. У меня нога 41. Вот есть же конструкторская мысль. Вот я твое конструкторское сознание. Чтоб тебя мучили кошмары каждый божий день. Ровно в том количестве, сколько количество людей мучается вот от этого. Смотри, вот это что, сборка, вот это что? Это что такое? Это что? Как с ними бороться? Как из года в год может продукт быть хуже, а цена на него выше? Я вот это... В смысле, у меня на лице сейчас улыбка просто потому, что я охуевленный трижды взбычен. Я просто сейчас хочу, думаю, если здесь кондиционера нет, то они даже вот это не поменяли. Нужно принять успокоительное. Твою Чё это? мать. Это что, сотка? Какая плита? Это сотка. 2,5 мульта. Ты представь, они даже ничего не разрабатывают. Но 2,9 даже есть Соболь. 2,850. Тут даже не 2,5. Мать моя женщина. Пятиступенчатая до сих пор коробка. Хорошо, хоть не 4, то ладно. так грамотно продают вот эти сотки моторы. Там Уже ручка, там весла стоят давние. какой, уже 100 лет им скоро, как вот эту сотку продают. Кто-нибудь сотку гвоздь в эту сотку забьет. Стоп! Люди, не слушайте эту ахинею, что несет этот лысый придурок. Забить бы тебе в твою лысую голову сотку гвоздь. Какая сотка мотор? Это же ЗМЗ 402, который по конструкции также архаичен, и ему ого-го сколько лет. По сути, с 1950. Подожди, там 60-е, 50-е года, по-моему. Я и то это как бы в теме. Там что-то какие-то вообще года древние. Сколько ему? 50-60 лет этому мотору? По-моему, годов. Поэтому это так себе, конечно, отмазочка. Но придурка этого не слушайте. В техничке дуб дубом. Хоть бы олень подготовился. Сотка мотор кричит. Ой, олень. Да, 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 Сейчас мы его подключим. да. Стой, подожди, не подключай. И чё? И у него загорится чек? Из-за датчика температуры охлаждающей жидкости. Ты чеки, они кипяченые, я тебе серьезно говорю. Вот, ну, как это должно быть, новая машина? Просто из-за датчика температуры у нее чек горит. Ну, типа, короче, что-то не так, типа, не хватает антифриза. Все, из самодиагностика вышел, просто оторвал. 4000 километров. Приехал, ну, на диагностику они приехали, и, короче, он вот так вышел, такой, 3 миллиона, да, за двигатели с 60-х, там, каких там, 70-х годов. снял датчик, говорит, езжайте. Сомнительно, ну окей. А вот люди, которые сейчас пишут в комментариях 100%, тебе что не нравится? Газель матушка, газель бабушка, газель грандфаза и грандмаза и гранд Реально есть такие, которые это пишут? твой рот. Она целка этого года. Они до сих пор ее делают. Они показывают Next, вроде бы смотришь, они уже электрички какие-то делают. А что-то я не видел этих электричек. Может, они сами в это верят. Я думал, они Даже уже первый раз слышу полностью об этом. перешли на Next. А вот эту морду больше не делают. Они, видно, они целочки поставили. И что, они все полопались? Все полопались, 4000 пробега. У Газели и газелисты ни один мне не даст сейчас соврать. И у Газели, и у Волги постоянно хуйня. Вот у них вот этот фильтр, чтобы подобрать воздушный, надо вот, ну, серьезно познать горе, беду и радость, и счастье в момент, когда ты его подобрал. Ты на него смотришь, он вроде бы один, а их там 4 или 5. Я, знаешь, я вот просто вот так вот сейчас тут смотрю на другое даже. Мне в глаза просто бросается. Вот это что? Это просто металлическая пластина
На этих, да, 4. Кочерга тоже на этой штучке, да? Вот это что? Я, может, что-то не понимаю. Это что, они фольгу просто сюда вклеили? Я не то, что хочу Асате поддакивать, я правда, я просто хочу, чтобы люди на нормальных машинах за 3 миллиона рублей ездили. Ну, чтобы хотя бы это сделано нормально было. Когда ты его подобрал, ты на него смотришь, он вроде бы один, а их там 4 или 5 видов. Зачем делать 4 или 5 видов? Для чего? Машины же собирайте из одной все. Вариант эту одну машину собрать и отъебаться от нас. Клянусь, уже человек домой, чтобы зайти, ты подходишь, телефон подложил, и тебе дверь сама открылась. Сама! Да, есть такая. Есть автоматика. Вот это, вот когда закончится. Вот это механическая твоя дрочь. Я не говорю, что, ну, чтоб тебе... Ты подошел, и она отодвинулась. Не надо. Не нужны нам датчики, мы к этому не привыкли. Но вот эта механическая дельня когда-нибудь может закончиться. Вот если я сейчас окажусь правым, я сейчас просто охуею. Просто представим, ночь. Ты вышел к машине, тебе надо попасть в салон. Ну, она же высокая. Вот эту сюда вот канитель поставили, чтобы ногу светить. А чтобы ногу подсветить, тебе сначала ее надо нагнуться и включить. Я сейчас посмотрю. Хуюшки там! Рот, сука, зайдите в салон! Зайдите в салон и за проезд заплатите, суки. Просто прежде чем включить себе подсветку для ног, тебе надо нагнуться и включить ее. Смотри, Понимаешь? смотри. Включить, посмотри. 2,5 миллиона. Будьте вы прокляты, серьезно. Я вам в натуре говорю, 2,5 миллиона. По этой беде пробег где-то 1130. 6 выездов. 130 тысяч. Просто посмотрите, 2,5 миллиона. Ага. Посмотри, они просто здесь резали ее. Это что в натуре? Щетки от генератора девяточного. Это что? Отвечаю! Вы машину что с мусора собираете? Давайте так. У кого есть в хате старые запчасти, машины, пылесосы, стиралки, все туда. Газ, ВАЗ, МАЗ. Все им. Давайте строить машины с наших запчастей. Давай не будем, а если будем, то давай. Теоретически же как оно должно работать? Ты ее поставил на положение, когда ты, открыл дверь, и она загорелась. У него 2 положения. Да, у нее всего лишь 2 положения. То есть загореться на открытую или, уже принудить. Я вот сколько, наверное, полгода уже не смотрел. Я просто вот сижу, мы на «Газель» смотрели обзор, по-моему. Потом вот сейчас смотрим вот это. Я не понимаю. Это же кто-то за это отвечает, это же выпускают, это же продают, это же есть какой-то контроль качества. Ты ее выключаешь, короче. Все. Ты с этого герметика не разъебал. Ты вот с этого приколись. Кусочек алюминия они подкинули, приколись. Это интерьер, не понял. И вы что хотели этим подчеркнуть? Сказать, что в стране есть алюминий? Тачка этого Посмотри, года. Такое ощущение, как будто эта дверь... 4000 сейчас пробега. Вот при закрытии, как будто она сейчас вылетит. Просто смотри на эту дверь. Ручка. Я помню, где-то я в классе в 7 учился. И вот какие были «Газели», такие они и остались. Они шестигранники используют. Ох, ебать. Дай руку. Не, вот так. Давай. Час спустя. Ух, Так все-таки? это чё? Все-таки так. Да ну нахуй. Охуеть. Бабуля, прикинь, какая-нибудь захочет поднять. Да ты сейчас на нем повис, чтобы он закрылся? Да. Полностью. Ты гонишь? Надо с 2 сторон. Я сделал тоже. Полностью. Вон это Я чё, даже не знаю, как это заводские комментировать. болты? Ну, мне так кажется. Знаешь почему? Это что, это серьезно завод? Вот у них под капотом резинки нету, сука. У них автомобиль реально нуждается в резинках, в уплотнении. Они его вот сюда пиздили. Там, где от него вообще смысла никакого нет, от этой резинки. Ну что она вот здесь дает, эта резинка? Просто декор. Чтоб не дуло. Почему она там, а не здесь, а? Смотри. Представь, она подойдет. Так она подойдет. Почему не здесь? Почему решили, что она вот здесь прям очень нужна? Они резинкой
Просто две фанерки соединили. Просто вы кто? Кондиционера здесь нету. Ну а зато разбей ебало, блядь, молотком. При аварии, да. Да, добиться, просто утрупить. Такой раз, все. При аварии добить и молотком. Мы смеемся, сейчас прикалываемся, мы пытаемся найти сейчас где-то шутки, приколоться. Но посмотрите, как это все собирается. Я уже не говорю о материалах, о делах. Знаете, я почему-то какое-то стрессовое состояние получаю. Я сейчас без шуток говорю. Я ведь уверен, то, что и не 4/4, а обычные, они такие же выпускаются. Это 100%. Это, это железобетонно. Они делаются такие же. И в этом ездят люди ежедневно. То есть, и понятно, для чего газели эксплуатируются пассажирские. И ведь вот это оно используется. Вообще ни о каких, ладно, это, господи, прости. Ну просто посмотрите, на чем это все собирается и как это все собирается. Она в натуре вся на саморезах. Там вот такие их собирают, что ли, а? Вот она. Вот она. А чё? Ты ничего не защищает дверь от того, чтоб ее вырвали, да? Ну, типа, знаешь, вот ремешки какие-нибудь бывают. Сука. Чего? Иди сюда. Ты вот это видишь? Это туда на пол. Сука! Ты вот это видишь? А зачем? Они просто И чё? и сюда добавили лист металла. И с одной стороны его Ну а что такого? Нормально. приклепали, а с другой стороны его обварили. Вот даже видны швы. Вы чё, ебаный, сука? Ну это же издевательство, ну реально. Ну кто скажет, что это не издевательство над людьми за такие бабки? Эта машина должна стоить 700 тысяч. Просто посмотри. Лимошка. Посмотри. Край. Посмотри. Ну это реально. Это что? Это на подсветку. Посмотри, она уже ржавеет. Охуеть. Ну, 4000 километров. Поехали. 24 год. Сейчас у нас 20.06.24. новая машина. И вот, потом кто-то будет говорить, что да это просто знаешь почему? Это просто потому, что мы привыкли. Отмазываем, жрем, из поколения в поколение. Просто да ладно, ну чё ты? Ну зато ее можно в каждом магазине починить. Можно зайти в кафе чебуреков поесть, там рядом будет там шарнир продаваться на нем, какой-то привод, там еще. Это же нормально, братуха. Чё ты недовольствуешься постоянно? Они же это все понимают. Ни один из них, я уверяю, на этом не ездит. Он даже не знает, что такое делают, понимаешь? Я не знаю, как комментировать этот ролик. Я сижу, у меня какая-то апатия, какой-то, знаешь, стресс начинается. Но это реально, это трешак. Но это 24-го года машина. За 2,5 ляма. Просто у меня, наверное, один логичный вопрос. Куда деваются бабки? Соболь, полный привод. Не, честно говоря, браво. Вот клянусь, браво. Я серьезно, низкий поклон. Вот поклон вам. Это белиссимо. Такое продавать еще надо умудриться. Просто я не понимаю факту. людей, которые приходят, вот это все видят и покупают. Ну, это, конечно, не на заводе ставили, да, но похоже как с завода. Все кривое. Машина кривая. Головы кривые, все кривое, а мы все покупаем и покупаем. Я не знаю, зачем я себя мучаю, знаешь, эмоцию, нервничаю, где-то прям психую иногда. Не просто потому, что вам это передать. Я реально психую. Я не знаю, может, я настолько до глубины души, настолько предан родине, что хочу, чтобы мы ездили на нормальных автомобилях, что меня это калит, понимаете, меня не может это ставить. Спасибо, Лехна. Я не могу с этим мириться, никогда не хочу с этим мириться. Но я вам показал автомобиль, который стоит 2,5 миллиона в нынешних реалиях. Во-первых, он собран непонятно с чего и непонятно как. За 4000 километров этот автомобиль уже наебался несколько раз. Ты представляешь, к 100 тысячам что здесь будет? Просто 100 тысяч. Вот километров на нем проездить. Давай не 100, давай 50. Все, конец. 3 года он весь ржавый будет, весь. Мать, она на раме, прикинь. Она просто на раме. Вот это, мне кажется, просто одели на раму УАЗика или Газели какой-нибудь бортовой. Идеальнейшее сочетание рамы и рессоры. Это прям надо было вот такие рессоры ставить. Вот такие 7 штук. Вот так, чтобы они были.
Нет, она сама такая Она сама убогая, кривая. да. Она, там пластик кривой, да. Это, наверное, подкрылок был. Перепутали. Может быть, кстати, как вариант. Подкрылок не туда поставили, идиоты. Это еще карманчик один. Приколись просто. Надеюсь, еще раз повторяюсь, у них нет черного цвета с комплектацией Black Edition без кондиционера. Сгори заживо такая комплектация. А реально, прикинь, если полностью вся черная. Да не-не-не, они не станут делать без кондея, но это конец будет летом. Ты что там, тем более там же люди ездят. Ты крышу эту не откроешь со временем, вообще она перестанет открываться. Вот это называется собрано из говна и палок и продано задорого прям. Вот мне кажется, вот эта машина в себестоимости где-то 1750. Это еще с зарплатами, мне кажется. И с откатами. А продают ее за 2500. Там маржа 600%. И что, школьников раздели, пиджаки у них забрали и потолки пошили. Я помню, в натуре в такой ходил тоже в школу. Вот это девчачий Было дело, лук, было. короче, да. Или колготки. Очень круто подмечено на самом деле, да. Да, я думаю, так оно и есть. Еще за мучения свои за проезд платишь. Поэтому я хочу вот так ехать. Ух. На остановке кто выйдет? Кстати, сзади приятненько едет. Сиденья, очень неудобные, поэтому вот так удобно. Вот так нормально. Пока какое-то время. Вот, удобно. Сейчас спина у меня от стекла подает, я выровняюсь. Серьезно, вот сидишь, и такое ощущение, как будто тебя за тобой приехали. Опа, посадили. Обычно же вот в хрониках, в сводках, видишь, когда они же в «Газель» тоже загружают. За что тебя? Газель хуесосил, да? Тип здоровается с нами. Алекс, салам, брат! Чё, как сам? Мы тоже тут! Я подтянусь! Скоро выйду. Вот нам знаешь, что пишет Автотехцентр ГАЗ? Специально технические данные вот этого вот «Газели». «Газель». Я хочу, чтобы вы все поняли, что такое слово «особенность». Подключаемый, они забыли написать, что иногда подключаемый или когда как подключаемый. Легко поддающийся ремонту. Они сразу предупреждают, что ты сразу ебешь на ремонт. Делает автомобиль универсальным для поездок в городе. Стой. Ты ездил на этом автомобиле? Ты ездил на этом Он автомобиле? универсальный. Он максимально универсальный для поездок в Максимально. городе. Я бы их всех посадил бы, вот кто вот это пишет. Кто вот прям вот это печатал, самый крайний, который выводил вот эту мысль, его бы за руль посадил, скотина. И потом... Напишите ваш комментарий, пожалуйста. Я, может, что-то не понимаю, может, я реально не рублю что-то. Как это вообще возможно? Правда, если вообще ничего не говорить, там, не угорать, не поддакивать, просто я сижу, смотрю видос, причем, ладно, там эмоции, еще что-то, но он просто просто вот. Вот заставил бы его день вот так ездить, а потом спросил, как тебе? Двухходовой радиатор, Япония, Япония. с увеличенной теплоотдачей обеспечит высокую эффективность системы охлаждения на всех режимах движения и отсутствие течей во время эксплуатации. Посмотри, она практически до красной зоны нагрелась. Там 2 деления только осталось. Сиденье и ремни безопасности. Это у них особенности. Сиденье. Кто-нибудь неужели не следит? Что они расположены, во-первых, по ходу движения. Ходу движения от души. Это чтоб ты спиной не ездил. Комфортный угол посадки, это вот когда тебя учитель в школе указкой бил. Ровно сядь, сука. И ты вот ровно сидел вот так. Вот ты точно так же сидишь на этих стульях. Мощный двигатель позволяет с легкостью выдерживать ритм городского потока, небольшие усилия на руле и педалях, хорошая информативность рулевого управления, регулируемая в 2 плоскостях рулевая колонка и удобное водительское сиденье. Регулируемая в 2 Позволяют плоскостях. водителю не уставать даже при длительных поездках. В одной плоскости. А вторую украли? Ну-ка. Надо на себя. Постоянно очком залазишь в эту машину. Вот такие у них. Да, вот таких у них 2. Штатный подогреватель и 2 отопителя обеспечивают комфортную температуру в салоне. Вы слышите слово? 2, я прям читаю, отопителя. 2, мать его, отопителя.
Даже в даже холодное задуматься не время хочу. года. А в горячее что надо делать нам? Чтоб ты зимой не замерз, мы тебе даже поставили печку. Чтоб ты, сука, не сгорел, мы Неужели даже... за 2,5 миллиона, вот давайте объективно, как бы ее не сделали. Неужели за 2,5 миллиона нельзя было воткнуть туда хотя бы какой-то простейший кондей? Простейший. Вот самый, вот просто элементарный. Причем, знаете, что самое забавное? То, что возьмите спонсоров. Воткните, доделайте эту газель, сделайте ее за 2 миллиона, приведите в порядок и сделайте для людей нормальную машину. Ну согласись! Ну согласись! Ну каждый раз что-то новое. Я бы этого человека просто ради рекламы смотрел. Сделайте кто-нибудь канал с моими интеграциями. Ну почему пропадает талантливый и скромный человек? Ну почему нельзя сделать канал? Давайте я рекламу на телевидении. Ну кому она интересна? Вот это включают. Вот в нашем там Бургер Кинге. Да я, да мы же, да вы же, да сделали. Кого вы там сделали? Да. Я понимаю, бы я вот так вот случайно спотыкнулся. Раз! О боже! Вот спотыкнулся, настроение упало, а тут раз поднимаешь, такая вкуснейшая. Ой, он... Вот это я понимаю. Гений мысли, отец, да, неважно. Что? Ну интересно же. Сделайте нарезку, киньте мне кто-нибудь. Я лично лайк зайду поставлю. Это же гениально. Продолжаем просмотр. Хорошо, что вот у нас нет рекламы. Да, вообще нет, вообще нет. И не думали ставить кондиционер, да? Такого нет ни одного автомобиля в данном классе. А, Стой, знаешь почему? Потому что нет, везде есть. Ой-ой-ой. Ну там картинки В наши. смысле про другую машину? Это же можно по факту делать. Знаешь, что кажется? 2300. Как Мне может быть? она весит ровно 2 200 650. Ровно столько же, сколько она и стоит. Если покупаете такой-то, взвешиваете. Если с каменцевским движком, то тогда метром. И чем короче или чем легче, тем будет и цена дешевле. Ну, по-другому просто я никак не могу объяснить стоимость вот этого вот автомобиля, в салоне которого можно ходить с переднего ряда сидений на заднее. Это официальное заявление. Походить. Это как? Через вот эту щель? Через салон автомобиля с переднего ряда сидений на задний. Как перейти? Просто, а какая? Вот, ну, мы, допустим, мы ошиблись. Это не про эту машину. Да. Какой газели это можно сделать? Ни в какой. А здесь еще есть, смотри, какой. Пазики можно в газели, я не знаю. Не, вот. Соболь ЦМФ. В хату пришел, короче, Дай такой. ЦМФ. Ма, ну что врачи сказали? У меня Соболь бизнес ЦМФ, ма. Прочитаем марку и модель. Марка ИАЦ 1767 МБ. Здесь король только водила. Чего? Пассажир чистый хуй. И мне похуй. Вот так, Все вот. равно ты ограничен. А почему Ну, марка ограничен, такая? да. Конечно, ограничен. Ты думаешь, Люди пишут, кстати, лайфхаки уже с крыши через окно и в люк. Ну, как-то наверное, это да. по-другому можно купить? Очень расстроен. Кто Какого не кайфа верит, на ней ездить? могут приехать в топ-рейнг. Да, взять и просто, ну серьезно, прокатиться на этом автомобиле и понять все. Далеко вы в этом автомобиле не поедете. Здесь посадка. На улице 30-ка. Хрен с ним. Давайте брать конкретную газель ради справедливости. 4×4. Взяли ребята. Кавказ, жарище дубасит. Сколько сейчас? Вот сейчас, прям сейчас спрашиваю вот у чата. Друзья мои, сколько сейчас на Кавказе? Вот я приехал отдохнуть. Вот мы вон с чатом взяли, приехали. У нас работяги в чате также купили эту, прости господи, Соболь. Да, этого. 32, 27, 32, 35, 33, 30, короче, 30 плюс, 36, 34, 35. Все, поехали. У тебя в салоне сидит, ну пусть еще раз, два. Ты вот экскурсии, под экскурсии ты себе их, да, купил? То есть вас трое спереди, сзади раз, два, три, да, я так понимаю. Ну пусть еще 5 человек сзади. Вас всего 8. Вот этот Джун-Джун, он, я не знаю, он вот, ну хорошо, ладно, перед поездкой вы его выбьете, вы его откроете. Это, в принципе, единственный доступ кислорода. Сзади людям как ехать? Я еще раз говорю, за лимошку эта машина, край лимошка. Ну, вопросов нет. Ну ладно, сделали бюджетный вариант, все, что выеживаться? 2,6, 2,5, 2,8.
2,9. Я не понимаю этого. И сидишь как каторжанин, не каторжанин, а рабу, который на полях где-то, знаешь, вот если ему разрешали сидеть, ты вот здесь вот так сидишь. Технический автомобиль ублюжий просто. Вы знаете что, я год, наверное, полтора какое-то осатое видео смотрел, я четко сказал, я говорю, слушай, хоть бы вот взяли люди и придумали что-то свое. Знаете, о чем я подумал? Ребят, кто вот это вот собирает, не придумывайте свое. У вас это очень херово получается, когда-то получилось в какие-то года. Прошло уже сколько там, 50 лет, я не знаю сколько там, да, вот этому всему, приблудным этим лет. Возьмите из-за бугра, как вы это с седанами сейчас делаете, со всем остальным. Возьмите китайца какого-нибудь, переделайте, и, ну, люди хотя бы начнут, как-то, мне кажется, кататься в нормальных автомобилях. Ну, плюс-минус хотя бы, ну, где хотя бы будет хотя бы кондей элементарно. Ну, за эти же бабки, ну, я уверен, ну, что-то могут сделать. Ну, это просто трэш. Но это каждый обзор, каждый раз мы смотрим. 24-го года тачка. Это не какую-то старую взяли, не какую-то старую с маленьким пробегом. Это 24-го года машина по документам, и на ней 4000 пробега. Все, ей конец. Здесь нету шумки, вот это не шумка, но это, наверное, у них считается шумка, но это же какой-то караул. Там такие вещи пишут, но это калечный автомобиль. Да, это, конечно, в две головы, что пи***ть круче УАЗика. Слушай, УАЗик, наверное, точно проходимый, наверное, и то не факт. Поехали давай. Не, я думаю, проходимость нормально будет. Очень приятные поездки по городу. Очень делает автомобиль максимально универсальным. Да, это сочетание приятного... Спасибо за лайки, да, ребят. Не забывайте подписываться на канал. Коробки, да. И неприятного автомобиля в целом. Не топи ты! Ты чё? У собаки, смотри, какой жилье, диван. Эх, кучеряво живешь, родная, в натуре у собаки. Иван, слышь, это что со стеклоподъемником, слышь? А, вы толпой живете здесь? Ну, по-любому, смотри. Диван, письменный стол. Это зал или прихожка у вас, пацаны? Доступная ипотека, да, собачья, молодая семья. О! Хорошо, что мне напомнил. Только сегодня новость читаю. Открываю этот, как его, вот эти ваши всякие телеграм-каналы, а там херак, радиомаяк. Поздравляем. Как же там было написано? А я тебе сейчас скажу. А я тебе сейчас, мой хороший, скажу. Сейчас, я могу. Сейчас я только, дай бог, это найду. А я найду. Значит, внимание. До 166 тысяч рублей вырастет, внимание, средний платеж по ипотеке. Вдумайтесь в каждое слово. Средний платеж по ипотеке за однушку в новостройке Москвы после отмены льготной ипотеки. Я вот так вот сел. В среднем вырастет, это средний платеж за однушку. Я вам клянусь, здесь так написано. Это по рыночной ставке 18%, по льготной 8%. То есть... Сейчас останется 18%. За квартиру в Питере с 1 июля придется платить 114 тысяч рублей в месяц. Я просто, 166 тысяч. В среднем за однушку. Ты если себе однушку берешь, ты явно не какой-нибудь долларовый, да, миллиардер? У меня вопрос. Это кем надо быть, чтобы получать такие деньги? Я подчеркну, 160 рублей в Москве можно зарабатывать. Если ты выучился, если ты там какой-то специалист, либо ты там, я не знаю, 24/7 долбишь, 150, 160, 200 тысяч. Но тебе 166 тысяч отдать за голые стены, мать его. В месяц. В месяц, я подчеркиваю. И это на протяжении, сколько там? 10, 15... 20 лет. Ты прикинь, просто ты приходишь домой,
тебя ждет твоя это красивая, вот эти чулки там, да, вот это, ну все как мы любим. И ты такой и говоришь: поздравляю, солнышко, мы от твоей мамы дуры переезжаем к нам в квартиру. Она: ой, как я вообще просто хотела к другому уйти. Ой, как я тебя люблю. Приходит, а там бетон. Там даже не white box, там просто бетон. Там black box. Ты пришел просто, там просто вот просто коробка, понимаешь? Просто вот как коробочек, просто. Все, конец. И ты такой сидишь и понимаешь, и ты говоришь: дорогая, тебе надо устроиться еще на 3 работы. И ты такой: зато свой бетон. Я тебе еще раз говорю, родной, какой свой бетон? Как ты заработаешь эти деньги? Ты себя подпишешь на... Ну, давайте, ладно, минимум возьму 10 этих конченых лет на то, что ты каждый месяц отдаешь 166 тысяч в среднем. Сережа, в среднем, понимаешь? В среднем. Это даже не... Это, то есть есть и больше, и есть немного поменьше. А у нас зарплата 200. Да, это если я про 200 сказал. Это если зарплата 200. Ты просто взял туда, отдал, пришел домой, сел в бетонные стены, стульчиком, ножками кверху, со своей супругой, и говоришь: солнышко, у нас осталось 34 тысячи. А, да, кстати, за коммунальные услуги не забудь заплатить. У тебя крантик же течет с холодной и горячей водой. Не забудь. И квартплата, кстати, тоже завтра квиточек придет. Надо еще оплатить, еще 15-очка. Солнышко, поздравляю, у нас осталось... сколько там? 15-очка, да? Там 16. Или сколько там, да? Все. Дом проще купить. Видит Бог, не я сказал. Сказал чат. Вот ты говоришь дом купить. А где ты найдешь сейчас дом 20-25 миллионов? Это ты где такой найдешь? Хороший, чтоб прям... А там однушка с голыми стенами. И это 8-е транспортное колесо крутится, понимаешь, с этими... Пятерка едет там... Серега, за тебя Колым отдам, душ от дьявола продам. А ты с ночной смены, с 5-й работы пришел. Да, у тебя там нормально все. А у тебя ты сосед в 9 утра. Да сколько это можно терпеть? Вот, понимаешь? Да, вот ты говоришь: нет, я не сдурел, это реалии жизни, да. Вот сосед же с тобой переедет, если ты квартиру взял. А вот если ты взял себе дом, ну где, а где можно взять? Ну ты меня вот спроси. Нет, я могу сейчас сказать место, в котором можно взять себе этот дом. Ты меня спросишь, где? Рядом с кладбищем? Ни в коем случае, мой хороший. На берегу Истринского водохранилища. Зашел. Ой. Понимаешь, так посмотрел. Мать моя женщина. А тебе, представляешь, говорят: поздравляем. Вот, на шезлонг лег. Понимаешь, в рассрочку, в кредит, в ипотеку, во что хочешь взял. А тут же еще и стример любимый будет жить. Понимаешь? Я-то тоже домик себе там забрал. Понимаешь? И мы с вами. О, звоним вот этому, да, который там... Димочка, который никак не разродится. А он: я не знаю, Леха, я думаю пока. А все, дома проданы. А змее как бы да. Понимаешь? И ты мне скажешь, ты скажешь: вот, великий экзорцист, смотри, пишет. 50+. За такой вот, да? Красоту такую неописуемую, где мы с тобой на катере вышли. Спросишь, какой катер? У меня уже у знакомого есть, может, там замутили. Вот. Вышел вот так на речечку и прям... По Истринскому водохранилищу. Вот. Ты меня спросишь, да, какой дом? Пока ты думаешь, вот как Димочка, да, думает. Вот, пожалуйста. И ты такой: ой, я не знаю, я знаю. А пока ты не знаешь, а домики-то уже уходят.
Понимаешь? А здесь еще 3 наших. Все. И тут останется 1, 2, 3. 3 наших, 4, 5, 6, 7, 8. А все. Понимаешь? Рыбалочка. Ты видел, каких подлещиков крайний раз вот там прям? Вот сюда. Вот или здесь вот ловим, или здесь, или чуть-чуть туда левее ходим. Там прям пляж. Ой. Короче, вы поняли, что делать? Проект рекомендую. Да, потому что сам там дом буду брать, если кому-то интересно, пожалуйста. Я там не только дом беру, я еще там как бы и инвестор. Это не реклама, да, там. Кто надо, тот найдет. Все, так что держу в курсе. Да, по промокоду HardPlay, какой промокод? Просто скажите, короче, мы от Лехи, здорово, вот это. Там, короче, я сам с вами это самое, увидимся, там я намутим там эти веранды, качели, эти газели. Все, газ есть. Канализация есть, все есть, понимаешь? Представляешь? Надо брать. Да здесь просто нету ничего такого, где бы я мог... И пляж с голыми женщинами, абсолютно верно. Уверенности, знаете, что дает в этом автомобиле? Его разворот. Гидравлика здесь же вообще не воет, да? Да, не воет вообще. Очень удобные зеркала. Задняя камера не нужна, если честно. По зеркалам вообще легко. Гидравлика сучья, дергается. Из-за колес все это передается в руль, и ты как галечный. Где-то если камни, вот ты вброд заехал, а там каменистый, тебя начинает так в целом управлять, ну как бы понятно, и габарит, и быстро, цик-бык. Я даже не смотрю в камеру, где-то, ну-то посмотрел, ничего нету, и все, и по зеркалам уехал. Нормально, круто. Вот это... Какие женщины 70+? Там пляж частный будет для жильцов. Ты смейся, потом увидишь там, какие я уже посмотрел. Там приезжала, короче, семья, да, такие уже зажиточные люди, да, и там вот у них одна дочка и вторая. Угу. Но это не важно. Да, поехали дальше. Это мне нравится в «Газели». Потом на пляж пришел. О, с голым торсом, с сисечкой, вот этой 5-литрушечкой, да. А они там... Все, тихо. Знаешь как, если все-таки учитывать вот такой Тихо. покров, знаешь, такое покрытие дороги, то есть вот такое именно, то тогда, может быть, конечно, она и хороша, конечно, если ты ничего от нее не просишь вообще в принципе. Нет, для города это издевательство. Это полное издевательство, это вот правда, это ужасно. Это... Если объективно, город, очко для где-нибудь там полазить по горам может быть, но не 2,5. И противотуманок нет до сих пор. Места под противотуманки есть. Только места. Понимаешь? Ну, очень... За 2,5 воткните хотя бы самые обычные. Люди сами лампочки поставят, ксеноны, не ксеноны. Воткните вы оптику нормальную, но за 2,5 мульта. Очень круто, конечно, продавать нам старые технологии советских времен. Ну, по сути, так и есть. Танк 300 это та же самая... Ну, танк 300 хотя бы знаешь, что есть, фантик. Они имитировали, я, конечно, не сравниваю. Я сравниваю, что там тоже продают старые технологии в новой обертке. А здесь что технологии старые, что, сука, обертка старая, уже никуда не годная. Что оснащение, что конфета сама уже старая. А продают ее все по-новому и по-новому. На самом деле, еще раз говорю, никто не сомневается в техническом... Сколько ценник? Прям сейчас на стоп. Кто смотрит видео как видос, напишите в комментариях. Цена этого реально автомобиля. Вот без шуток. Моя цена, честно, 1 200 000, ну прям вот, ну в силу нынешних цен может быть. Вот, ну ребят, ну это не 3 миллиона и не 2,5 миллиона. Ну это бред, это полный бред. Потом почитайте. Вот мне интересно, вот какой комментарий вот наберет наибольшее количество лайков вот к этому ролику. Сколько стоит данный автомобиль? Вот вам задача. Посмотрим. Возможностях у нас страна такая. Ей может быть это, кстати, технически очень нужно. Именно 100%. Вот так, что по-старому, чтоб механически, чтоб безотказно. Я понимаю, что это может быть надо, но качество это вообще отдельно. Нет, сделайте хорошую сборку. Оставьте, черт с ним, эту внешку. Все оставьте, но сборку нормальную сделайте. Из нормальных материалов, с кондеем.
Елки-палки, оптику нормальную воткните, если люди там где-то по горам, там еще где-то, да, будут там гонять, или там по бездорожью. Воткните туда какой-нибудь ксенон, я не знаю, галимый там или еще что-то. Ну что-нибудь сделайте. Ну там просто заглушки стоят. Разговор. Ну и комфорт. Вспомните, что такое, сука, комфорт. Почитайте, откройте. Прежде чем вы у себя будете это расписывать, что вы выделяете, как уникальность этого автомобиля. Почитайте, что такое автомобиль в целом, и уже хватит издеваться над людьми. 2,5 мульта за что? Хватит. Что-нибудь придумайте уже. Ну а с вами был Марат Борода Кольнев и канал Асата Channel. Ну просто это тоже считаю, ну тебе надо на этом проехать, чтобы понять, что это за пи***ц. Хуже буханки. И у меня тут раз так пиу. И думаешь, хуже? А что, есть еще хуже, блядь? Ну что-то. И да, знаете, где-то это хуже, чем буханка. Наверное, в динамике это хуже, чем буханка. Насчет проходимости с УАЗиком или с буханкой. Я, конечно, не технарь, но проходимее УАЗика. Возможно, но почитаю комменты. Интересно. В остальном это в любом случае лучше, чем буханка. Машина очень кривая, она сырая, она старая, она неуправляемая. Она опасная, серьезно, она опасная, она некомфортная. Ну, максимум, что она, это максимум проходимая. Все. Вот, проходимое говно с сиденьями. Про проходимость, да. Все, больше в этой Но опять же, проходимость это с каких времен ей передалось? тачке нет ничего в натуре. Это в натуре тачка. Я не знаю, есть ли здравые люди, которые это покупают на повседнев. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет, и слава богу. Чем меньше нас таких будет, тем меньше нам будут впаривать вот эту задорого. Давайте по цене. Да, жестко. Ну что ж, ждем новых роликов от Асата. Всем привет.